Вы знаете, я хотела бы сказать, что у меня с самого начала знакомства с Револьтом был страх за него. Уж очень он какой-то был без руля и ветрил. Я все время за него беспокоилась, это правда. Насчет себя я говорила так, что если будут брать всех подряд, то последние в этой очереди возьмут меня. А если не будут всех подряд брать, так чего ради меня будут трогать? Я работала в Ленинграде временно в библиотеке Академии наук. Вот на этой работе я и познакомилась с Револьтом Ивановичем Пименовым. Это был человек совершенно незаурядный. Он умел свободно мыслить. Как он говорил, был свободно рожденный. И, конечно, он поражал воображение. Да еще когда он сказал, что он утонул в моих глазах, я была совершенно сбита с всякого панталыку. Но в Венгрии поднялся мятеж. И там поднялось антикоммунистическое восстание. Достаточно жестокое, это верно. И Советский Союз ввел туда войска, чтобы подавить это восстание. Первое ощущение было просто стыда, что мы подавляем чужую революцию. Револьт придумал легальный способ сопротивления, обратиться к депутатам Верховного Совета, чтобы они отозвали войска из Венгрии. Моя скромная роль заключалась в том, что я бросала в ящики, в разные почтовые ящики бросала эти конверты. Я пришла с вечерней своей работы 25 марта 1957 году. Когда я вошла в свою квартиру, квартира коммунальная, то там стоял какой-то мужчина. «А вы жена Пименова?» Я так удивилась. И когда я вошла в комнату, этот мужчина вошел вместе со мной. Револьт, который обычно вставал, помогал мне снять пальто, сидел на диване и улыбался. «Не волнуйтесь, ничего особенного, ваш муж арестован». «Какая идиотская шутка», — сказала я. И вот тут я услышала голос Револьта. «Нет, это не шутка». Я совершенно неожиданно для самой себя спросила, а зубную щетку брать с собой? «Какая зубная щетка? Через 2 часа вы будете дома». Ну, там мне случился припадок смеха. Это был, конечно, истерический смех. Думаю, ой, куда я попала? Боже мой, что я расскажу, где я была? Нет, вообще по-серьезному. Ведь в этой камере кто только не сидел. Я понимала, что сколько бы я не провела времени в тюрьме, суд-то все равно разберется, что я ни в чем не повинна, что я никакой антисоветской деятельности не вела, и суд меня отпустит. Вот такова была моя наивность.
Гена Зайцев был мой собеседник с одной стороны. Я перестукивалась так, что у меня на моих косточках были мозоли. В общем, надо представить себе в одиночке так человека. Это всего оторванный. И вдруг он стучит мне, и я слушаю буква за буквой. Ира, луна. И я подошла к окну, вывернула, бог знает как, шею. Ой, какой это праздник был. И луна. Мир да существует. Было объявлено, что мне меняется приговор 5 лет в лагере строгого режима. И вот когда прозвучало 5 лет, такое прошло, вот такое, знаете, не выдох, а вдох такой. Ах, такое было коллективное на это самое 5 лет. Но я, конечно, легкомысленно подумала, ну, пишите, что хотите, конечно, не буду же я на самом деле 5 лет сидеть. Отсидела все 5 лет от звонка до звонка. Я была действительно очень наивной. К сожалению, у нас наш исторический опыт самых давних времен очень суровый. У нас не ценят человеческую личность. У нас не ценится человеческая жизнь. У нас массами и цифрами оперируют, а не человеками. Как это народная мудрость говорит, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Хоть ты виноват, хоть ты ни в чем не виноват. Но вот такова наша реальность.